Когда новая мать вынуждена оставить своего младенца на улице, она не подозревает, что его найдет кошка, и то, что кошка делает с младенцем, шокирует весь город. Анастасии была всего 20 лет, но она смотрела на ужасные трудности прямо в лицо каждый день, глядя из своего окна на 17-м этаже жилого дома в Обнинске. За ее спиной младенец снова заплакал. Она была в отчаянии. Она потеряла работу непосредственно перед родами, и ей не хватило бы денег, чтобы пережить зиму, если она не получит деньги. У нее не было никого, на кого можно было бы полагаться, даже отец ее ребенка. Сергей начал красть ее вещи вскоре после того, как переехал к ней. Любые деньги, которые она зарабатывала, все равно оказывались в его кармане, а затем направлялись прямо на его наркозависимость. Младенец кричал, и Анастасия взяла его, прижала к груди. Как она могла вырастить ребенка, если она даже не могла позаботиться о себе? Ее жизнь была сплошным беспорядком. Ее ум был смутен от финансовых проблем, а ее тело было слишком истощено, чтобы функционировать. Это не был способ воспитывать ребенка. Затем в ее уме начала мерцать мысль обернуть ребенка в одеяло и оставить его где-то, где его обнаружат другие люди. Так у ребенка будет шанс на жизнь, и Анастасия сможет привести свою жизнь в порядок. Она вытерла слезы, убедилась, что младенец чист, завернула его в два теплых одеяла и направилась к выходу. В то же время кто-то другой покидал ее квартиру. Маша была огромной пушистой кошкой и жила в огромном жилом доме в центре Обнинска. Она была хитрецом и любимцем среди жителей. Она никому не принадлежала, но все обитатели относились к ней так, как будто она была их собственной. Они кормили ее, давали ей игрушки, удостоверялись, что у нее достаточно одеял, где она спала в холле, и просто баловали ее. У Маши была все лучшее, свобода, которую она так любила, и в то же время огромная человеческая сеть безопасности, когда дела становились трудными. И сейчас предстояли трудности, как всегда, с началом русской зимы, особенно после первого снега. Ей нравилось бродить, но погода ограничит ее ежедневные прогулки на следующие несколько месяцев, просто потому что снаружи было слишком холодно. Но Маша не беспокоилась, у нее было 600 дверей, по которым она могла постучать, когда ей нужна была компания. Когда миссис Слова открывала стеклянные двери жилого дома в своем ежедневном рыночном походе, Маша выскользнула за ней. Она знала привычки миссис Словы, старушка будет на рынке немного более часа, и Маша будет ждать у двери, чтобы ее впустили обратно, когда она вернется. Это даст кошке время отправиться на приключения без риска застрять на улице на длительный срок. Маша прокатилась по тротуару, как великодушный правитель Обнинска. Ее хвост был строго поднят вверх, и она шла жесткими ногами, как кошка на выставке. Ее язык высовывался, чтобы облизать снежинки с кончика носа. Да, Маша была самой счастливой кошкой во всем Обнинске. Но ее жизнь собиралась переплестись с чьей-то гораздо менее счастливой. Анастасия использовала несколько монет из своей сумки, чтобы оплатить поезд на другую сторону Обнинска. План сформировался в ее уме. Она хотела оставить ребенка в районе с большим количеством людей, и самое главное, это должно было быть место, где ее маловероятно заметят. Последнее, что она хотела, быть арестованной за брошенное дитя, что только усугубило бы ее уже трудное положение. Она вышла на станцию, близкую к группе многоэтажных жилых домов. Анастасия прошла по главной дороге примерно милю, а затем заметила переулок рядом с рядом магазинов. Несколько минут она сидела на скамейке на автобусной остановке, оглядываясь по сторонам, держа ребенка у себя на груди. Слезы по-прежнему текли по ее щекам. Когда она была уверена, что ее никто не заметил, Анастасия скрылась в переулке возле тротуара. Она крепко обняла ребенка в последний раз
и потом положила его на отброшенный картон. Ребенок крепко спал, полностью не осознавая страшной сцены, в которой он участвовал. Анастасия огляделась еще раз, затем подняла воротник, засунула руки в карманы пальто и направилась обратно к станции. Она была осторожна, чтобы не вызвать внимания своих соплеменников, но она не заметила, что кто-то еще подстерегал поблизости. Маша проверяла переулок возле мясной лавки на предмет крыс. Из всего, что она могла бы делать в отверстиях, охота на крыс была ее любимым занятием на час. В зимнее время. Это было непросто, но это все равно было весело. Она свернула в переулок, где, как она знала, обитают крупные крысы. Сначала она обоняла вокруг скопления мусорных баков. Ничего. Затем стопка фруктовых ящиков, вот где она наткнулась на сокровище. Тучная крыса выскочила из ящиков, и она загнала ее за секунды. Маша собиралась сделать убийство, когда ее отвлекло что-то. Слева от нее лежал пакет избранных одеял, и на мгновение казалось, что он двигается. Крыса выскальзывала из ее лап, но Маша больше не обращала на нее внимания. Ее привлекла связка одеял. И тут раздался громкий крик. Маша испугалась. Она отпрыгнула назад и выпрямила спину с поднятыми шершавыми волосами. Она подошла к пачке, когда заметила младенца. Кошка знала, что ей нужна помощь человека. Любое такое беспомощное создание погибнет в морозных условиях. Сначала Маша попыталась у бойни. Иногда там ее угощали, и она надеялась, что сможет привлечь его внимание. Но это не увенчалось успехом. Внутри магазина была длинная очередь на раннем утреннем холоде. Сердитые клиенты стремились привлечь внимание мистера Сака. У него были полные руки, и он не обратил внимания на Машу. На улице холодно кусало. Каким-то образом это вызвало у Маши еще большее чувство срочности. Младенец, человеческий младенец, умрет и умрет скоро, если она не сможет получить помощь. Тогда, в момент чистого случая, она заметила миссис Слову на противоположной тротуаре. Старушка была наклонена вперед и тащила за собой тележку с покупками. Ее воротник был поднят, и слои толстой одежды делали ее еще старше, чем она была. Маша перебежала дорогу, не глядя по сторонам. Когда она достигла противоположной стороны, она подбежала к миссис. «Лови!» Маша воскликнула старушка, наклонившись, чтобы поднять кошку, но та отступила. Теперь было крайне важно привлечь ее внимание должным образом. Маша замяукала, устремив свой взгляд на старушку, и начала идти назад, пытаясь заставить ее идти за собой. Но миссис слова не поняла. «Пойдем», — Маша сказала она, протягивая руку за кошкой. Маша отступила еще на шаг. В качестве последнего способа она сделала рывок на дорогу снова. Если старушка подумает, что ее что-то угрожает, она, безусловно, пойдет за ней, и, к счастью, ее план сработал. Старушка, теперь обеспокоенная, пересекла дорогу за ней. Маша провела женщину в переулок, а затем села рядом с пачкой. Младенец все еще плакал, но он был изнурен. Теперь это был слабый стон, уже не громкий визг. «А мой Бог», — сказала миссис Слова, — «это то, что ты хотела мне показать». У нее уже был в руках мобильный телефон, и когда она закончила разговор с оператором, она крепко прижала младенца к своей груди, чтобы сохранить ему тепло. Позднее того вечера Маша стала героиней жилого дома. Миссис Слова распространила слух о героической миссии кошки, и ей также донесли, что ребенку было выписано свидетельство о чистом здоровье. В больнице. Его вскоре планировали отдать на усыновление, но медсестры сказали, что несколько семей уже выразили желание его взять, несмотря на то, что его мать бросила его. Ему не грозило вырасти без любви. В углу холла здания Машу окружили вниманием и угощениями больше, чем она могла съесть за один прием. И ни одна душа не проходила мимо, не порадовавшись ей. Да, Маша, несомненно, была самой счастливой кошкой в Обнинске. Какая умная кошка!
А вы бы когда-нибудь последовали за животным, пытающимся привлечь ваше внимание? Расскажите нам в комментариях. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.